Возможно, вы замечали, что на ютубе все стали одинаковыми, и это реально раздражает. Заходим посмотреть, что там интересного, а тут фрактальное множество одной и той же информации. А кто-то же ведь это смотрит. Даже у топов ру-сегмента одни и те же лица от ролика к ролику. Хорошо ли это? По-моему, полный пиздец. Как вы знаете, меня зовут Сергей Пощанин, и если вы не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. И хоть я тут выступаю как такой голос разума в мире полном когнитивных искажений, но это не мешает вам писать мне комментарии или спорить со мной. Обязательно досматривай до конца, мы разберем, почему мы смотрим одно и то же. Возможно ли это перестать делать, и почему ВК-видео виновато в том, что происходит сейчас на ютубе. И когда же все-таки разблокируют YouTube, и мы будем смотреть его без DPI, VPN, вы тоже узнаете в этом видео. Это будет совершенно необычный ролик для меня, я здесь немного больше раскроюсь, потому что он касается лично моей истории, я здесь даже позволю себе вообще никак не сдерживаться в словах. Давайте признаемся, проблема реально существует. Контент на YouTube, да и в других соцсетях превратился в бесконечное повторение одного и того же. Когда же это стало явным, как вы думаете? С момента появления ТикТока поменялся формат потребления контента. Сейчас за 40 минут, а именно столько длится средняя сессия единоразового просмотра ТикТока. Кстати, люди не досматривают большинство роликов до конца. Ну правильно, мы что, ебутые, что ли, весь ТикТок подряд смотреть каждый ролик? И тут сразу становится понятно, что везде одно и то же. Раньше вон все танцевали и липсинки делали, и вся лента в них была. Да и сейчас кардинально ничего не поменялось. Стало лишь понятно, что длинный контент делается по тому же принципу. Я себе, вот эта новость, 90% всего контента сплошная копипаста. Причем это касается не только форматов, но и идей. Люди собираются в группы по интересам и начинают повторять друг другу одни и те же мысли. Откройте тот же ТикТок и убедитесь, у каких-то мужиков все бабы тарелочницы и чайки. Устрицы, копченый лосось и сырная тарелка. Много ли, для первого свидания, нет? Современная женщина – это профессиональная предательница. Почему тебе не нужна разведенка с прицепом? А у женщин все мужики что-то там им должны. Почему мужчина должен? Я считаю, что мужчина должен работать, хотя бы миллион один. И те, и другие находят отклик у своей аудитории и собирают 1000 лайков. Хотя новизны в их словах 0, хрен десятых. Каждый сидит в своем инфопузыре и гоняет по кругу одни и те же идеи. Меня, если честно, от всего этого уже трясет. Отчасти поэтому изначально я завел свой канал. Просто постараться хотя бы личным примером донести хоть крупицу адекватности. Мы все в первую очередь люди, и у нас общего больше, чем различий. Давайте как-то больше концентрироваться на схожести и будем по-человечески относиться друг к другу. Ну и как вы понимаете, всем все равно. Обязательно должен быть конфликт. Радикальный феминизм, Арсен Маркарян, скуфы, зумеры, бумеры. Если я вижу, что в какой-то фирме работает зумер, я в эту фирму больше не обращаюсь. Главное, больше негативных эмоций. Каждый заперся в своей эхокамере, и никакого понимания широких взглядов тут даже и близко нет. Все в миллионный раз повторяют одни и те же тейки. Вот смотрите, из ролика Келли подрезал. Речь о том, как появились зумеры. Сложные времена создают сильных людей. Сильные люди порождают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. И так появились зумеры. Все это, кстати, имеет под собой ясные психологические причины, и дальше я расскажу, почему все именно так. С чего вообще началась эта медийная история? Грубо говоря, лет 10-15 назад для того, чтобы стать популярным медийным лицом, надо было просто выпускать любой контент, чтобы просто заполнить образовавшийся вакуум. Тогда люди не привыкли к тому, что вообще кто-то о себе публично говорит. Разве так можно? Оказывается, можно встать на фоне стены, подсветить ее и разговаривать на камеру. Вау! Тогда даже просто какие-то не особо обремененные творчеством или разумом вещи заходили. А мы на этом росли, оно нам нравилось. По сути, для того, чтобы быть каким-то популярным человеком, надо было просто найти в себе силы что-то говорить. И это, собственно, и доказывает то, что сейчас среди старых блогеров, помните, такие как Ивангай, Илья Мэдисон, Макс 100-500, Хованский или там Ларин, не осталось топов. Никто из них не выиграл гонку в конкуренцию. Осталась определенная нишевая популярность, но это крупицы по сравнению с тем, что было раньше.
Почему? Все просто. Как я и говорил, повысилась конкуренция. Сейчас очень много контента. Нормально снятого контента. Настало время выделяться чем-то новым. Но самый прикол медийки в том, что даже если ты стрельнул, то это не гарантия успеха. Смотрите на любого случайно выстрелившего блогера. Бах, и у него первый видос на 500 тысяч просмотров, и все. Пец начинается. Человек просто сходит с ума. Даже в некоторых случаях корону на себя натягивает. Вместе взятые. Потому что я вам свет в будку провел, я легенда. А в это время формат быстро устаревает и становится неинтересным. И что делать дальше? Люди же тебя перестают смотреть, надо придумать что-то другое. По сути, современная медийка — это постоянная игра в развлечение публики. Ты должен постоянно придумывать, как поддерживать накал эмоций и желательно его усилить. Потому что вот твоя моська приедается, сегодня крашеные волосы, завтра крашеные ногти, послезавтра тебе надо BMW спалить для того, чтобы поддержать такой трафик к твоему контенту. Потому что если ты этого не сделаешь, то послезавтра ты просто станешь никому неизвестным, непопулярным и нахрен никому не нужным. Раз уж реальность такова, давайте поговорим, к чему это привело. Первое – это то, что творчество окончательно подмяло конкуренция. Блогер теперь вынужден думать не только как автор, но и в первую очередь как маркетолог, иначе он просто не выживет медийно. Контент – это уже не творчество, а совокупность статистики. Какие там темы сейчас популярны? Или, например, маркетинговых технологий. Как это продать человеку, чтобы он досмотрел до конца? Серьезно, сейчас ролики у блогера начинаются с изучения статистики, и никто уже не сидит и не ждет, пока муза поцелует в пупочек. Я вам сейчас раскрою страшную тайну, как в 90% случаев происходит поиск идей на ютубе. В первую очередь все смотрят, что сейчас в тренде, какие темы популярны. Дальше все эти популярные ролики забиваются в таблички и ищутся общие триггеры. В названии, в обложке, там где угодно. Например, вот этот Якутск -71 на обложках по схожей тематике. Или этот сраный фен Dyson, который всех Воздействие уже происходит не на человека, там, не просто вау, как это круто, как талантливо снято, но чисто психологически. Я когда начинал снимать свои первые видео, я просто серфил интернет и смотрел, что же интересного, такого классного, необычного, нового, о чем еще никто не говорил бы вот снять сейчас. И в итоге, смотрите на мои старые ролики, они набирали по 2000 просмотров, хотя там уровень утопии шоу, но только бюджета поменьше. Это очень крутые ролики, очень сложно было их снимать, а никто их просто не смотрит, потому что они просто никому не интересны. Я тут не жалуюсь и тем более не обвиняю блогеров. Постоянный поиск и пересъем актуальных трендов — это реально рабочая система, и мне самому приходится так делать. Но, как по мне, это реально нездоровая хер, такого не должно быть. По крайней мере, в таких объемах. Дальше я расскажу вам, почему так происходит. Но пока небольшое отступление про воровство. Особенно меня возмущает, когда ролики выступают как что-то прям сверхценное. Что такое, по сути, ролик на ютубе? Блогер берет информацию, аккумулирует ее и пишет на основе уже сформулированных источников статью и рассказывает ее на камеру. Это не песня, роман или фильм. По сути, это просто развлечение, вторичный продукт. Нет у нас в Эрмитаже вырезок удачных статей из газет в золотой раме. И меня прям разрывают, когда блогеры устраивают тряску по поводу воровства контента. Обычно это совсем начинающие блогеры. Вот, например, какая-нибудь блогерка увидела, что другая сняла на ту же тему, что и она. Она сразу: кража, плагиат! В общем, недавно я листала в Инстаграм и наткнулась в Рилс на девушку, которая украла мою жизнь. Но когда более-менее большие блогеры делают что-то подобное, это уже, по-моему, диагноз. Причем тот блогер, что обвинял, он мог сам у кого-то темку подсмотреть и, так сказать, вдохновиться. И да, если тебе 13 лет, это вполне себе нормальное поведение. В этом возрасте жизнь тебя еще не побила, у тебя весь мир черно-белый, у тебя он все делится на врагов и друзей. Даже наблюдение такое есть, что если тебе 13 и ты думаешь, что ты психологически старше своего возраста, то все нормально, тебе 13, так и должно быть. Но если человеку не 13, а он так себя ведет, то это странно, ребят. Я ни в коем случае не обесцениваю труд людей. Сделать ролик, особенно в начале, когда ты один, очень сложная работа, и не каждому это под силу. Просто надо реально относиться к окружающему миру. Я уважаю труд вообще всех людей. Однако, если кто-то по умолчанию сделал что-то руками, то оно не обязательно должно быть прекрасным и идеальным. И это не надо навязывать другим. А теперь вернемся к зрителям. Так почему же мы смотрим одно и то же? Тут в игру вступает
Психология. Есть исследования, показывающие, что в тревожные, нестабильные времена людям не хочется лишнего стресса. Новое их просто пугает, а неизвестность напрягает. Когда в обществе повышена тревожность, мозг тянет к тому, что он уже знает и понимает. Риторический вопрос: вы видите, в какое время мы живем? Мир повсеместно сошел с ума. Проводилось несколько экспериментов по этому поводу. Например, Эб Лит, аспирант Стэнфордского университета, изучавший маркетинг, конечно же, задался вопросом, что люди выберут, когда будут торопиться, то есть по умолчанию находиться в стрессовой ситуации. Такси, которое находится ближе, но с низкой оценкой, или то, что находится далеко, но с высокой. И в большинстве случаев подопытные выбирали, конечно же, проверенное, то, у которого есть высокие оценки. Или вот еще эксперимент. Для участников придумали жуткую, скучную математическую игру. Испытуемых заставляли производить вычисления уровня начальных классов и получать за выполнение баллы. А потом предложили на выбор эту скучную математическую игру или собрать несложный пазл. Казалось бы, картинку собирать интереснее. Но люди, которые находились в тревожном состоянии, выбирали скучную математическую игру, в которую они играли до этого. Выбирать привычное вместо чего-то нового в тревожном состоянии – это реальная когнитивная ошибка нашего мозга. Это и показывает, почему в современном мире люди зачастую разбредаются по своим маленьким информационным пузырям. Так просто спокойнее, так безопаснее, там же уже все знакомо. И плевать на то, что транслируется в одной эхокамере, прямо противоположно тому, что транслируется в другой. В этом случае сложно кого-то обвинить. Психика спасается как может. Мир сошел с ума, вокруг полно жутких новостей, но, понятное дело, людям хочется укрыться в чем-то понятном и предсказуемом. Кто я такой, чтобы осудить человека за то, что он залипает в привычные ролики, вместо того, чтобы каждый день искать что-то новое и интересное? Большинство людей неплохие, они просто устали и ищут комфорта. Да, безусловно, есть перегибы, встречаются сообщества, просто опасные для общества, но я сейчас не о них. Если обычный человек живет в своем маленьком мирке, то пускай. Так он хотя бы не сходит с ума от ужаса реальности. Но если вы сделали вывод, что авторы копируют, потому что нужно делать, чтобы смотрели, а зрители смотрят копии, потому что их пугает новое, и так до бесконечности, то это не так. А как вы думаете, почему? Среди экономистов и бизнесменов, то есть богатых дядек и тетек, есть такое понятие, как черный лебедь. Ну, не только среди них, конечно. Я просто наблюдаю за медийными бизнесменами, и у них это словосочетание как будто система оповещения свой-чужой. Его ввел в обиход американец ливанского происхождения, доктор философских наук, финансист и писатель Насим Талеб. По его теории, все важное и серьезное, что в корне меняет сложившуюся ситуацию, происходит совершенно неожиданно. Он, конечно, больше про экономику и историю говорил, но, по-моему, это понятие можно расширить на все аспекты жизни. Вот, например, на Ютубе. Был скучнейший, никому не интересный жанр интервью. Пришел Юрий Дудь, кто бы как бы к нему не относился, я больше про сам феномен говорю. Так вот, Дудь начинает спрашивать у популярных людей. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? И офигеть, оказывается, провокация срабатывает, и его начинают копировать просто все. На это как раз стоит посмотреть некоторым блогерам, у которых такая большая корона выросла, что у них тему украли. Если вы делаете что-то хорошее, то у вас все равно это украдут. Но вы останетесь первым. То есть, по сути, Талеб говорит, что если вы хотите добиться успеха, а не просто набрать 100 тысяч подписчиков и тупо сидеть в своем болотце, а прям стать популярным, то на одних повторениях не уедешь. Получается настоящая трагедия. С одной стороны, что-то новое делать просто опасно, потому что это будет бесполезной работой. А если и не делать, то просто не получится. И это, кстати, не единственная проблема, возникающая перед блогерами. Так, теперь про ВК-видео. Все мы знаем, что в августе 2024 года в России, по сути, заблокировали YouTube. Все уже по 100-му разу обсосали агрессивный маркетинг ВК-видео. Знаем, что просмотры хрен знает как считаются, алгоритмы не работают, поиск не работает, а в топах только Артемий Лебедев, Стас Ай как просто, там Стас Сафьев и ВК-шоу. Казалось, вы можете спросить, а минусы где? Блин, а минусы есть. Во всех роликах, что я смотрел про ВК-видео за последний год, по сути, транслировалось одно и то же. У меня даже была конспирологическая теория, что YouTube специально продвигает видео, в которых разоблачают ВК-видео, извините за тавтологию,
Ну, давайте проверим, так ли это. Знаете, в чем проблема обзоров на ВК-видео? Никто не пытался залезть в голову тех людей, которые принимают эти решения в нашей стране. Для того, чтобы понять суть их действий, нужно посмотреть на ситуацию с блокировками YouTube и продвижениями в ВК-видео с точки зрения экономики. Все дяди и тети, которые принимают подобные решения, имеют профильное образование и мыслят зачастую именно в экономических категориях. И я советую рассматривать блогеров как своего рода предприятие, которое участвует в экономических отношениях, и ценность его вырастает сообразно его участию в этих взаимоотношениях. Возможно, вы не замечали, но в кризисные моменты государство всегда поддерживает крупные компании. Причем со стороны это выглядит порой абсурдно и безумно. Возьмите, например, завод, который выпускает русский автомобиль «Лада», который лоббирует сборами, налогами и прочей хуй. Или возьмите крупных застройщиков, типа группы компаний «Самолет», которым льготный период на возврат кредитов продлевают. И тут все дело в статистике. Крупная компания, она одна, и в ней работает много людей, а мелких предпринимателей полно. И как гласит эта самая статистика, если обанкротится один мелкий предприниматель, ему на смену придет 5 других. Поэтому для государства лучше обанкротиться 2000 барбершопов и кофеен, чем одна крупная строительная компания. Ту же аналогию можно провести и с крупными блогерами. Да, перетащить на ВК-видео пытались вообще всех, но вот активно лоббируют и помогают лишь самым крупным. Получается, какой-то мелкий блогер, который перешел на ВК-видео, он не получил ни просмотров, ни денег и вообще ничего. А какой-нибудь Эльдар Жарахов за несколько шортсов купил квартиру маме, бабушке и кошке. Я за счет ПВК-клипов купил маме, бабушке и кошке Маруське квартиру. Более того, оставшимся на Ютубе авторам теперь еще и условия усложнили. Ввели закон, по которому нужно ежемесячно отчитываться за рекламу на Ютубе. Ну, потому что, видите ли, Ютуб, он не наш, он вражеский, он не подчиняется российским законам и сам отчетности никакой не подает. Спасибо, конечно. Как будто и без этого мало проблем было. В общем, как ни крути, ситуация для создателей контента нынче тяжелая. Особенно для независимых и небольших. Им приходится играть максимально безопасно. Они уже потеряли часть аудитории из-за блокировок. Значит, надо цепляться за оставшуюся часть всеми силами. Вот и выходит, каждый сидит и делает максимально без рисков и чтобы точно залетело. А залетает зачастую то, что уже залетело до этого. А давайте теперь посмотрим под другим углом. Так ли плохая ситуация, когда все друг у друга копируют? Есть мнение, что вся культура человеческая строится на переосмыслении старого. Французский мыслитель Рене Жерар утверждал, что большинство наших желаний мы заимствуем у других людей. То есть копирование заложено в нашу природу. Мы учимся, подражая. Выражение «все уже придумано до нас» возникло не на пустом месте. Есть даже целая концепция «Everything is a remix». Все есть ремикс. Она наглядно показывает, что любое новое произведение фактически состоит из переработанных идей предыдущих эпох. От классической живописи, кстати, вы знаете, что художники учились, копируя мастеров, до Голливуда, где каждый второй блокбастер — это уже перезапуск давно снятого когда-то сюжета. Возможно, YouTube просто достиг уже той стадии, когда повторение — это не преступление, а дань циклической природе творчества. Народный фольклор, кстати, всегда жил пересказами, и музыкальной индустрии та же самая постоянно сэмплирует старые хиты. Возможно, просто не стоит драматизировать, типа вот оригинальность умерла, может она просто трансформировалась через повторение. Если люди перестанут повторять друг за другом, то YouTube превратится в Яндекс.Дзен. Он был единственной площадкой, где работали рекомендательные алгоритмы после того, как заблокировали YouTube. И тут в апреле 2025 года он отключает монетизацию для видео. Она и так там была весьма скромная, а тут вообще отключили. Напомню, что Дзен — это изначально площадка, куда выкладывали статьи. А для подключения монетизации на статьи нужно было производить столько контента, что ни один человек в одиночку не справляется. И как вы думаете, что произошло? Дзен превратился в кладбище генеративных статей. Просто в помойку, где большая часть контента сгенерирована нейросетями.
Я не знаю, то ли они как-то пожадничали, или у них финмодель не сошлась. Ну, вот вам пример, до чего доходят, когда люди вообще исчезают с площадки. Вообще ни разу не удивлюсь, если такое рано или поздно произойдет с тем же ВК-видео. Ну и теперь что будет с Ютубом? Его, конечно же, разблокируют. Государство – это огромные корпорации, и они борются за выгодные условия. И раз выгодные условия пока недостижимы, то и подвешенное состояние сохранится, пока оно вот все терпимо для всех участников спора. Это, вы знаете, это вот типичная офисная ситуация, мне кажется, много кто из вас знаком. Когда там появляется какой-нибудь заказчик, который постоянно вносит правки прямо до дедлайна. Что бы вы ни делали, как бы вы ни сдавали работу, все равно до дедлайна будут правки. А потом быстренько все решается, когда дедлайн наступил, все уже исправлять-то уже поздно, все, пора. Все сдается. По сути, просто тянут до последнего. И что-то мне подсказывает, что до дедлайна с Ютубом еще далеко. Повторюсь, ребят, сейчас мы находимся в ситуации, когда блогер обязан минимизировать риски. Поэтому он снимает то, что уже снял кто-то другой, и старается подать это под каким-то другим углом. С Ютуба ушло довольно много аудитории, просмотры, как ни крути, упали и набираются тяжелее. Всем пору на каких-то мелких блогеров, потому что на смену одного придет еще 40. А с другой стороны, чтобы стать популярным, ты должен придумать что-то супер необычное, что-то, чего еще нет. И получается неразрешимая ситуация, как в сказке: иди туда не знаю куда и принеси то не знаю что. И если вы блогер или хотите стать блогером, и вы гений маркетинга, и у вас все хорошо с финансами, то да, у вас все получится. А если вы обычный человек типа меня, который просто хорошо говорит на камеру и пытается думать головой, и умеет обрабатывать большое количество информации, а также делает благоразумные выводы, то, скорее всего, у вас не выйдет. А если вы зритель, и вы пишете какие-то гадости в комментариях, то, знаете, вы ведете себя как гопник из 2007 года, который вот увидел Эма. Помните такие вот с челочками? Ну, просто сидит человек, ну вот у него такой внешний вид. Ну вот он едет в эту сторону, и он считает, что это круто. Ну, нравится ему. Он никого не трогает. А вот гопнику обязательно надо до него доебать. Что говоришь? Ты откуда? Это какой страны? С Урала я. С Урала. Тем более с Урала такие волосы накрасил. Не стыдно тебе? Ну, а что такого? Тормота вообще. Копирование контента, безусловно, бесит. Но другой вопрос: было ли когда-нибудь по-другому и возможно ли по-другому вообще? Да и вообще оригинального контента полно. Он был, есть и будет. Да только на нем всего по 100 просмотров. И вы, кстати, тоже влияете на то, что смотрите. Смотрите шире и не бойтесь иногда кликнуть на незнакомое видео, дать шанс новому автору. Поддерживайте разнообразие. Надоели однотипные видосы? Так ищите другие. Показывайте алгоритму, что вам интересно все-таки разное. Поверьте, один клик не по шаблону может мало-помалу переменить ситуацию. Напишите, что думаете про это все, согласны ли вы или считаете, что я не прав. В любом случае диалог не повредит. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если хотите пообщаться поближе, и буду признателен вашей подписке на Бусти. Все будет хорошо.